Привет всем болельщикам Virtus.pro и неравнодушным киберспорту. Сегодня особенное видео. Киберспортивный сезон окончен и пришло время подвести итоги этого года. Мы пообщаемся с игроками нашими и узнаем, что получилось, что нет, какие у нас планы на следующий сезон. Ответим на те вопросы, которые вы прислали нам в социальных сетях, и лучшие вопросы получат подарки от нас и наших партнеров. Друзья, Новый год — это время чудес и добрых дел. Наш клуб всегда с радостью поддерживает хорошие идеи о том, как помочь другим. И сегодня я и все наши игроки одеты в специальную одежду с доброшрифтом. В описании к этому видео вы найдете ссылку, по которой вы сможете приобрести этот товар, и все деньги пойдут на помощь детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Первый, с кем мы сегодня пообщаемся, это капитан команды Counter-Strike Go Джейм. Привет, Джей. Привет. Я тебе сразу говорю, мы с тобой в колоколах правды, говорим только правду и ничего кроме правды. Давай по-честному поговорим, что в этом сезоне понравилось, не понравилось, как ты сам оцениваешь этот результат? Понравилось, не понравилось, там много было моментов, это год, все-таки много турниров. В целом результат, ни рыба, ни мясо, не такой, чтобы прям хороший, но не такой, чтобы прям плохой. Относительно Na'Vi, Gambit, Vitality, наверное, плохой. Но Vitality я еще не уверен, они все-таки развалились и тоже, смотря что от нас ждут. Относительно других команд, наверное, нормально, на их уровне, но не то, зачем мы тут, не то, зачем мы тренируемся. Что бы для тебя было мерилом хорошего результата, где ты мог бы спокойно утром проснуться и сказать: «Хух, вот сейчас я сделал все хорошо, я доволен, могу пару дней отдохнуть». При том, что я знаю, что ты плохо отдыхаешь, потому что ты всегда заряжен на тренировки и игру, в этом нет ничего плохого, но что для тебя является внутренним стандартом хорошего результата? Я не знаю, потому что мы всегда играем турниры, это всегда какая-то гонка, ты выходишь на уровень, считаешь, что тебе этого недостаточно, поэтому даже когда ты выиграешь там какой-нибудь мажор, либо еще что-то, я не думаю, что... либо будет опустошение, это не будет такое, что вот, я чего-то достиг, нормально, 2 дня передохнул. Либо это будет опустошение, потому что ты к этому шел, либо это будет то же самое, как и до этого, ты просто поставишь себе другую цель, то есть там, например, 2 мажора, либо там Air, либо IM Global, но, скорее всего, это будет опустошение, потому что слишком долго ты шел, не выиграл ничего и все. Ты бы себе какую цель поставил? Себе лично, команде на следующий год? Я своими ожиданиями тоже поделюсь. Я не знаю. То есть тут 2 цели. Либо ты стабильно в топе, полуфиналы, там где-то какие-то выигрываешь, либо ты выигрываешь крупный чемпионат, например, один, и потом ты скатываешься, делаешь замену, опять выигрываешь. Я сам для себя не знаю, что лучше, да, на дистанции, и деньги ли от всех турниров, либо там мимолетная слава. В целом хочется, конечно, все выигрывать, и иметь и деньги, и постоянно доминировать, но непонятно. Я поделюсь мнением с своей стороны, потому что я за эти 2 года Virtus.pro по-разному смотрел на результаты. То есть когда-то для меня, наверное, большим мерилом был HLTV рейтинг, и он таким остается. Но в этом году действительно большая доминация СНГ команд, и поэтому ты начинаешь смотреть на это немножко иначе. Я даже выгрузил статистику прошлых лет и сравнил. Среднее место в 2019 году в составе Авангарда. Какой HLTV, ты думаешь, было? Сейчас скажу. Может быть, среднее по последней 20-е, неделе. Что-нибудь такое, 20-е, может. Где-то 20-15, что-нибудь в том районе. Супер близко было. Там по-разному можно считать. Я брал сумму всех недель, но брал только последнюю неделю, по которой мы считаем рейтинг. Среднее место было 16,5. В 2020 году это было 20 место. И в этом году у нас среднее, по-моему, 6,9. То есть, если брать вакуумный HLTV рейтинг по сравнению, что с 2019-2020, мы, очевидно, выросли. Но потом ты добавляешь историю, сколько у тебя было фактических побед и сколько ты выиграл призовых денег. И выходишь, что в этом году призовых в КС мы выиграли на уровне с 2019. Потому что в этом году и не было флешпоинта, да, который мы закрыли в прошлом году. Это была история Золушки через открытые квалификации, забираем флешпоинт, восстанавливаемся. Но побед в этом году мы выиграли, мне кажется, 2 турнира. У нас был Summit. 1. И Lootbet, нет, 2. Summit в начале года и условный Lootbet
то есть 2 победы. И когда ты сравниваешь с конкурентами, опять же мы берем, это глупо не говорить про них, да, это Na'Vi и Gambit, у них и рейтинг, и количество побед. Я для себя говорю, что, наверное, будучи болельщиком, для меня важно видеть, чтобы команда побеждала. Даже если я буду стабильно весь год топ-2, то получается, я не смогу ощутить вот эту радость победы, скажу, блин, мы классно играем стабильно всегда. Но у игроков, наверное, не будет этой уверенности, потому что каждый раз ты заходишь в гранд-финал, а ты 5 раз был вторым, может быть, ты опять будешь там вторым. Поэтому, если бы я говорил про следующий год, я бы, наверное, от нас ожидал. И с учетом того, что пришел Женек, я знаю, что вы разделили подход, то есть ты Жека, он Женя, правильно? Ну, типа. Ну, по крайней мере, это то, что мне ребята говорили. Мои бы ожидания были следующие. Я бы, наверное, ожидал, что мы в среднем по году будем, наверное, топ-5. Опять же, за то, что пришел Женя. Второе, минимум 4 победы в году. То есть по одной в квартал я хочу увидеть номер 1. А с точки зрения мерила, именно супер результата, я бы взял, наверное, Grand Slam, серию Grand Slam, которая абсолютно правильная, да. Престижный турнир, большие деньги, сильные команды и, наверное, выход в плей-офф, топ-2 где-то победа, это то, к чему надо стремиться. Вопрос, что нужно, чтобы это сделать? Ну, первое, что мы сделаем, это мы поедем на буткэмп. То есть, как бы мы не закрывали на это глаза, но у нас не было возможности даже в прошлом это сделать. Но сейчас это появилась возможность, и это, наверное, сильно сыграет. Там будут все условия для того, чтобы мы развивались. Мы изменили не так уж много, но из-за того, что новый игрок приходит со своим темпераментом, характером, тебе все равно надо будет подстраиваться, переделывать твою игру, чтобы всем было комфортно. Но, с другой стороны, надо и чтобы всем было комфортно, и это давало результаты. Мы начнем... Не знаю, там много работы, много вещей, которые надо проверить, пересмотреть, добавить, сузить, отработать. И поэтому у нас будет перерыв. Не перерыв, а около 3-4 недель. Такого у нас не было давно. То есть перед флешпоинтом, только если это было, да, но тоже будет проблема того, что у нас пропадет там какой-то турнирный опыт и, может быть, расфокусировка на первые турниры. Но опять же, это все в голове, и ты сказал, там, я бы хотел, чтобы мы стремились к Гранд-слэму и так далее. Мы стремимся к этому. Все стремятся у нас в команде, и я думаю, что это перманентное состояние. Просто не всегда все будет от нас зависеть. На самом деле, всегда надо знать, что это игра, спорт, и все тут не складывается как суммарно. В конце, может быть, не будет результата, должно нам и повести, и мы сами должны поверить, и где-то не сдаться, и где-то, например, команда какая-то разваливается, делает замену, где-то Valve приходят, меняют карту, добавляют наш там кэш, кобл, и мы усиляемся этим. То есть очень много факторов, за счет которых будет строиться победа. Посмотрим на все эти игры, которые играют Gambit, Na'Vi. Да, они выиграют на дистанции, это шикарный результат, но все эти игры очень близкие на тоненького, где в любой момент переворот, и опять же, когда команду ломают, она еще, то есть один раз кому-то стоит из них ошибиться, все, то есть там тоже надо будет заново все это делать. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит, как всегда. Сейчас у нас есть условия, если не получится, то там уже я не знаю, что нам поможет, если уже, но должно получиться. Я тебе скажу, я общался с Дастаном, и мы с тобой общались до того, как Женя пришел. Мнение Дастана было очень простое. Он говорит, я считаю, что сейчас это лучшая команда, которую я мог бы собрать. То есть если бы я перебирал всех игроков с учетом там определенной химии, того, как они относятся к игре, взаимодействуют с другими людьми, насколько развит их игровой интеллект, я вряд ли собрал бы команду сильнее. И многие игроки в нашем составе, коль мы говорим про наш состав, очевидно, могли бы играть еще лучше при определенных факторах. То есть есть праймовый, назовем так, праймовый бустер, когда он невероятно силен. Леша играет на лане совсем иначе, чем на онлайне. Я помню, когда я был на мажоре, кто-то его спросил, слушай, а почему ты не нервничаешь? Он говорит, так это же игра, со мной ничего не произойдет, поэтому я не нервничаю, я заряжен, я больше привык к офлайнам, да. Я думаю, что в следующем году у нас ланов будет больше, поэтому это уже должно быть вроде как наше поле битвы. С другой стороны, у нас и не было много ланов в составе Virtus.pro, и в Авангаре у вас было сколько ланов? 2-3? Ланов-то было много, плей-оффа было мало. Плей-оффов было 2, крупных, Blast и Мажор.
И Blast я не считаю это как плей-офф, там ты уже играешь как в плей-оффе изначально BO1. То есть банально это только мажор, все остальное это были дримхаки, какие-то турики, которые собирают там 100 тысяч призовой, и тебя просто сразу инвадят, ты играешь там сразу плюс-минус на сцене. И вот только в этом году мы выходим стабильно в плей-оффы. Да, то есть это нас, опять же, оправдывает, но не хочется оправдываться, но потому что есть люди, которые и без этого опыта даже играют сейчас на высшем уровне. Но это тоже то, что нам надо прокачивать. Какая у нас сейчас самая сильная карта? Инферно или Оверпас? Или, может быть, Конкретно уже Ancient? вот Да, сейчас вот именно сейчас. Это невозможно определить, потому что в нашей команде той карте, которой мы уделяем больше всего времени, она становится сильной. Очень расплывчато. Ладно, ты бы что сейчас пикал, если бы ты играл BO1? Против кого? Против Гамбит. Даст 2. Но мы против них Даст пикнули в прошлый раз. А против Нави? Против Нави, Инферно. Но с учетом того, что у нас будет время поиграть эту карту. То есть тут не было... В КСе 6 карт, там очень много информации. Ну, тяжело все это помнить и заходить там с перерывом, тем более в 2 недели сейчас, да, который у нас перерыв, и играть ту карту так, как будто ты ее тренировал, типа... Ну да, ты должен заново. Мы должны сыграть 3... Вот мы играем 3 недели, мы полностью эту карту перезагружаем, и потом уже делаем там упор на какую-то карту, которую мы хотим пикать, либо играть, где-то мы там обманываем, что мы там какой-то пикаем, какой-то не пикаем, и вот так мы поступаем. Вот так вот, чтобы 6 прям мы супер идеально играли, такого нет, но мы делаем упор, и вот от упора все зависит. Но есть такие команды, которые играют идеально 6? Или на высоком уровне? Всегда есть команда, и всегда есть карта, которую ты можешь против них пикнуть, ты знаешь, что у тебя повышенный шанс. А когда сталкивается такое, что твоя сильная карта, их слабая, то там уже тоже. А есть команды, против которых ты не знаешь, что пикнуть, потому что все твои карты ты пикаешь, они сильно заходят. Смотри, по тренировке понял, по картам. Бытует мнение, всезнающий интернет и люди, понимающие в Counter-Strike, говорят, что у нас немножко устарелая стратегия. Что наши определенные там, решения на карте, они из старых годов. И там, условно, вот у Нави все четко, правильная стратегия. Там, у Гамбит. Как ты оцениваешь именно наш игровой стиль? Потому что я помню, здесь есть тоже ремарка, мы с тобой это обсуждали. Ты мне говорил следующее, что Гамбит играет плюс-минус такой же КС, как играет Virtus.pro, который играл Авангар. Просто на индивидуальном уровне исполнение там, в каких-то вещах лучше. У Нави есть сильный дефолт, который они просто очень хорошо отыгрывают. Дай тут немножечко информации по игровому стилю, потому что это вещь, мы сейчас говорим болельщикам. чисто об атаке, правильно? Потому что, Давай. КС делится на дефенс и атаку. Давай начать. Да, и в дефенсе в целом все команды это все играют и одинаково, и по-разному, потому что все в руках каждого игрока на его позиции, да, то есть за дефенс, там, решение устаревшее, вряд ли это относится, к дефенсу, да, то есть уже 50% нашей игры, он отметается. Атака. Мы убираем пистолетку сразу, да, убираем там антифорсы, потому что, это 100% у нас метовые, да, остается тоже, раундов 10 пусть будет, которые в игре, и они типа не в мете. Я считаю, что вот почему там Нави выигрывают и Гамбит выигрывают. Во-первых, это сильная индивидуальная команда, и где-то нам не хватало индивидуально, просто скилла. Где там человек может дать инсейн, мы в какой-то момент не могли этого сделать. Сейчас у нас этого достаточно, и я думаю, сейчас мы на уровне этих команд по индивидуалке. Второе, это подготовка команд. Это тоже очень сильно зависит. Почему команда одна выигрывает, а другая не выигрывает? Потому что одна команда знает, как против этой команды играть, и она готовится. И уже идет либо коллективный разбор соперников, и когда у тебя в команде каждый человек знает, как играть, ты используешь все минусы их обороны, чтобы их наказать. И тут уже либо у тебя с фри-ролл игра, где каждый на своем участке и использует какие-то лазейки, либо переигрывает своего оппонента, и в конце принимается решение, либо у тебя заранее подготовленный план. То есть очень много есть всего, что у нас есть, и это все разные подходы были. То есть, когда нам говорят, что у нас решения наши устарели, это максимально необъективно. Может быть, какое-то решение принимается не то, которое принимают Нави и Гамбиты, но это тоже может зависеть от того, что наши игроки, им комфортнее
разыграть ситуацию так, а не так, как это делает Нави Гамбит, из-за каких-либо причин. Потому что лучше ты будешь разыгрывать то, что тебе комфортно, во что ты веришь, чем то, что ты увидел у кого-то, но ты это не наиграл, ты в это не веришь, ты понимаешь, для что тебя у тебя это больше риск. Да. А так, ну, мы следим за всеми командами и стараемся у каждой команды брать лучшее, ну, до сих пор. Ну, это обидно слышать. То есть, ну, я Это понимаю... не интернет говорит. Да, понятно. И в целом это было бы обидно слышать там разбирающего человека какого-нибудь. Но если люди не знают внутренней кухни, да, как бы это банально не звучало, то что они могут сказать вообще о команде, о том, как это строится, как это изнутри выглядит, то, почему эти решения принимаются, ну, и другая позиция. Да, может быть устаревший, потому что, но это также может работать. Ну, то есть... Не говорю, что только новое работает. Это, Да, то то есть это я отвечаю на результатом. вопрос. У меня несколько ответов на такие вопросы, и в целом мои ответы, они одновременно могут быть правы, и я уже отвечаю заранее на человек мне отвечает, да, но все равно это все, я считаю, это старье. Я ему отвечаю уже по-другому. То есть, но это все равно может работать, и это старье для тебя. Для нас это не старье, потому что мы взяли старье, адаптировали его, уже это сверхновые мувы, которые мы делаем, просто ты еще не понял, что мы их переработали и почему мы их делаем. Вот такой. Главное, что ты уверен. Потому что без уверенности прогресса не бывает. Давай последний мой вопрос и заглянем в шапку и достанем оттуда вопросы наших болельщиков. 4-5 штук. Мне просто часто пишут молодые игроки, родители молодых игроков с форматом мне кажется, он много играет, вот сейчас он станет киберспортсменом. Ты как киберспортсмен, вот сколько ты тренируешься в день, ну и сколько команда тренируется, чтобы люди понимали объем, который человек отдает этой профессии, призванию? Тренируюсь я в зависимости от того, на что эта тренировка направлена, в какой период моей игровой карьеры. Да? Если это на турнире, там может чуть меньше, но еще зависит от командной составляющей. Когда пришел флит, пришлось на турнире тренироваться побольше, чем обычно. Но обычно на турнире ты тренируешься меньше, но ты больше уделяешь времени индивидуальному. Да? То есть и тут разница, там, где-то тебе нужно индивидуально, где-то команда. Давай в часах. В часах, ну, от 5 до 12 периодов. В зависимости... 14-16? Ну, я играл, но это потому что конкретно в этот момент их очень мало бывает за карьеру, надо было так сделать. Но в целом, от 5 до 12 и возьмем среднее, ну пусть будет 9. 9 комфортно? Да. Ну, чтобы расти, я имею в виду, играть на высоком уровне. Ну, чтобы расти, но ты будешь расти, может, 5 лет, 7 лет. А если ты хочешь в быстром темпе вырасти, то, играй по 15 часов. Остальное спи и ешь. Ну, да, и желательно спортом еще заниматься, пока игру ищешь на физике. Мне зачитывать. Вытаскивай, зачитывай. Да, вытаскивай и зачитывай. Да. Так. АЦК, нижний слэш, ПВЛ. Твой тиммейт очень скилловый, но вы не ладите. Либо более-менее скилловый, и вы с ним отлично ладите. Короче, вопрос такой. Либо твой тиммейт скилловый, токсик, либо он дружелюбный, но менее скилловый. Ты кого выберешь? Я, смотря в каком начале карьеры остаюсь, да, если я только сформирую какую-то команду, то, наверное, я выберу токсика сильного. Хотя, с другой стороны, я бы выбрал лучше дружелюбного, на его фоне был бы токсиком, перерос бы эту команду, меня за счет того, что у меня стата большая, позвали бы в верхний дивизион, там бы я уже стал дружелюбным, и там уже придется терпеть токсиков, которые в других командах. Мне нравится твой подход. Он у нас хороший. Ты так делал? Нет, я был дружелюбным. Я в 2 командах играл за 500 лет. Так, ладно. Куда мне тут? Давай на стол. Теперь вы знаете, как надо в киберспорте карьеру строить. Илья, нижний слэш 012. Учитывая новый состав, новую огневую мощь, будут ли новые заготовки по плейстайлу к будущему сезону или хорошо проверено старое, лучше новое? Ну, на этот вопрос мы косвенно уже ответили. В целом всегда развивается мета, видение от турнира к турниру. Может, это незаметно, потому что карта Dust 2, ей 15-20 лет, и на ней, в принципе, для обычного зрителя ничего нового не меняется, ничего нового не происходит, но для про-игрока там меняются микродействия, макродействия, ветки всякие и так далее. Следующий вопрос. Ким.Пушкарев. Джейм, думаю, тебе будет интересно ответить на данный вопрос.
Итак, что такое Jam Time? Зависит все от того, когда его пишут. Когда я сейвлю, его пишут, потому что я сейвлю. Когда я клатчу, его пишут, потому что я клатчу. Но я склоняюсь ближе к тому, что когда я сейвлю, да, то есть это более популярно. Но ты мне больше с клатчами ассоциируешься. Я тебе так скажу. В какой-то момент, ну, я же много матчей смотрю. Я такой, во-во, Jam Time. Потом ты сейвишь, такие, Jam Time, я такой в Google захожу. Такие, это когда он сейвит. Я говорю, для меня, Жека, когда он убивает. Ну, хорош. Но ближе к сейву, на самом деле, потому что мем появился изначально из-за этого. Потом пришлось всем доказать, что и на мажоре, только это, что и, да, там и другие таймы есть, поэтому. Depetaf.rf. Самый запоминающийся матч и почему именно он запомнился вам за весь год? У меня есть ответ. Так, пусть будет Heroic Inferno, мажор, проиграли. Почему? Потому что проиграли. Почему? Потому что Антифорс проиграли, с АВП стоял на зелень, не попал. Все. Вот где ставка не зашла. Из-за чего? А ты играешь, что поделать? Мой вариант был, наверное, не такой интересный, но мне понравился камбэк на Дасте, когда вы сделали исторический. Это был мой матч любимый. А это в этом году? Да, это было в этом году. Но время просто быстро летит. Следующий вопрос я уже вытащил. Морис, Ники Шлэш, интро. Как и с кем будешь отмечать Новый год? Я буду отмечать Новый год с мамой, бабушкой, с семьей в Новороссийске. В целом я отмечал все 22 года, я отмечал дома с родителями. И только 1 год и мы готовились к мажору в Авангард на буткемпе в Киеве.